российская армия начала бои за Райалександровку. То есть мы уже третий раз сейчас говорим, что вот они приближаются, еще, и вот наконец туда штурмовики зашли. Сейчас все ждут закрепления. В боях за Славянск-Краматорск даже и речи нельзя. Без Райалександровска это невозможно. Просто бомбят авиационными бомбами Лиман по всей площади. Но не бомбят город, который 70% занят твоими войсками, вот так вот авиационными бомбами. Понятно, что бомбы сбрасываются на чужую армию. Сейчас реализовался один из сценариев, но этот самый выгодный, максимально удобный для правительства, для военно-политического руководства в Кремле. Это прям сценарий Путина. Максимальная затяжка военных действий без военных действий с продолжающимся подъемом цены на нефть. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев, обсуждаем последние события. Здравствуйте. Среди общественности главная интрига последнего месяца, вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, там, недели 3 последние, это уже и есть то самое наступление российской армии, о котором столько времени говорили, о котором предупреждали, или оно еще не началось. Вот попробуем с этим сегодня разобраться. Да, за минувшую неделю российские военные заняли 2 населенных пункта в ДНР. Это Павловка, а также населенный пункт Гришино, который близко к Покровску, о котором много раз говорили. А также завершается зачистка населенного пункта Новый Донбасс в ДНР, о чем отдельно упомянул Минобороны. Ну и в Харьковской области 2 населенных пункта. Это Зыбино и Ветеринарное. А также в очередной раз уже объявлено о том, что полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Конечно, мы сейчас про ЛНР поговорим в скорости. Это важный момент очень. Но все-таки я хотел бы вкратце пройтись по основным участкам, где самые главные события происходят. Мы подробный пересказ того, что вот прям на всех участочках делать не будем. Фронт в основном, конечно, там же, где он был в прошлую неделю. Но ты упомянул Гришино, оно занято, да? А мы помним, что об этом населенном пункте, о боях за него мы рассказывали многократно. И если вспомнить, если посчитать, когда зашли туда войска впервые, и когда оттуда окончательно вытеснили украинские войска, когда оно перешло в серую зону под полный контроль российской армии, не меньше 3 месяцев получится. Это я к чему? Чем важен этот населенный пункт Гришино? Это крупный населенный пункт, логистический. С него очень удобно в нем накапливать войска, как базу его использовать, и дальнейшие все наступления вести уже от Гришина. И железная дорога там. Да, и железная дорога. Но я почему сказал про 3 месяца. Дело в том, что впереди, в ближайший месяц, все главные события, основные, они все-таки будут происходить на Славянско-Краматорском направлении. Это основное направление, куда все внимание командования российского, украинского сосредоточено. И там все главные бои. И там происходит ключевое событие. Российская армия начала бои за Райалександровку. То есть мы уже третий раз сейчас говорим, что вот они приближаются, и вот наконец туда штурмовики зашли. Сейчас все ждут закрепления. Поэтому я Гришино-то и вспомнил, потому что мы сейчас запомним, последняя сейчас идет декада апреля, сколько времени уйдет на то, чтобы занять Райалександровку. Потому что если Райалександровку российская армия не займет, то никаких разговоров о боях за Славянск-Краматорск даже и речи нельзя. Без Райалександровска это невозможно. Просто. Значит, соответствующим образом это обязательно задание. Соответственно, мы посмотрим, сколько времени на это ушло. Предсказывать невозможно. Бывали случаи, когда аж с 22 года село стоит, и российские войска не могут дальше пройти. 2-3 года на одном месте стоят. Так что невозможно предсказать. По-прежнему развиваются события на севере, Сумской и Харьковской областях.
Войска там российские продвигаются очень медленно, но неуклонно. Причем вот один участок встает, туда украинцы перебрасывают резерв, второй участок начинает там слева или справа двигаться. Сырский перебросил туда штурмовые полки из Запорожской области. Там Рей и Скала. Те, которые, вообще-то говоря, останавливали наступление российской 5-й армии, не 5-й армии, а группировки войска «Восток» в Запорожской области. Их прям срочно перебросили сейчас на север. Значит, соответственно, почувствовал Сырский, что там проблемы. Я так понимаю, вот этим расширением фронта, удлинением и этими продвижениями Сырскому как бы демонстрирует, что это может быть важным направлением наступления. Потому что до сих пор, на самом-то деле, наступление российской армии, это еще такое продвижение ключевое, которое запланировано, еще не началось. Оно не началось. И вот то, что бомбежки начались прям мощные, Сум и Харькова, а бомбежки всегда предшествуют наступлению, как бы, да, подготовка театра военных действий. И вот Сырскому прям неуклонно намекает российская команда, что здесь вот будет главное наступление. Ну, то есть возможность такое введение в заблуждение своими собственными действиями. Ну и события происходят в Купянске. Это все связано. Давно ничего не слышно про Купянск. Связано это все вот с темой важной, о которой сейчас будем говорить. В Купянске происходят интересные события. В западной части города, откуда российские войска были давным-давно уже выбиты, это была уверенная зона контроля украинской армии, там началась инфильтрация. Туда заходят сверхмалые группы российских штурмовиков по 2-3 человека, значит, рассредотачиваются там. И западная часть Купянска в значительной своей степени ушла в серую зону. Она ушла в серую зону за счет украинской части. То есть украинцы фактически сейчас потеряли. Да? И южнее Купянска, там, где плацдарм такой на восточном берегу реки, тоже потеснили украинскую армию довольно прилично. То есть в Купянске постепенно, так, не очень не спеша, но упорно, российская армия приводит ситуацию в соответствие с теми докладами, которые делал Герасимов раньше. Иногда косвенные сообщения, бывают важнее прямых. Вот, например, косвенная информация, я имею в виду. Украинские власти официально объявили о начале принудительной эвакуации 12 населенных пунктов Шевченковского района, вот в районе Купянска. И тут мы понимаем, что действительно в Купянске идут не просто бои, но российская армия наступает. Потому что 12 сел принудительно отселяют. То, чего не было тогда в конце года. Да, вот это, да, это признак сразу. На этот раз Валерий Герасимов удостоил своим визитом расположения группировки войск «Юг», которая сейчас занята продвижением, если я правильно понимаю, в сторону Славянска и Краматорска. Да, Герасимов уделяет этой группировке большое внимание, регулярно ее навещает. Вот в марте он там был совсем недавно, ну и провел, как всегда, когда приезжает с инспекцией какую-то группировку, строил там оперативное совещание и огласил, то есть, некие цифры, значит, факты и так далее. Ну, проговорил свое видение, обозначил ситуацию из тех докладов, которые ему поступают, да, так скажем. Про Купянск говорил о том, что там все закончено уже на восточном берегу и так далее. О том, что 70% Лимана уже находится под контролем российской армии, поскольку он сказал, что окончательно освобождена Луганская Народная Республика, мы заглянули в интернет и обнаружили на сайтах Министерства обороны в официальных сообщениях, что об этом еще летом сказал пасечник, губернатор ЛНР. Все это в официальных сообщениях. Это не какие-то там блогеры и так далее. Сами говорят. Как в этой ситуации быть, что называется, тем, кто освещает события? Секундочку. Но самое важное в этом всем,
что ЛНР не попадала в серую зону, не было никаких таких боевых действий, которые могли бы поставить под сомнение, что ЛНР... Да нет, там есть буквально пара сел на очень узеньком участке, на очень узеньком, судьба которых оспаривается. То ли они там украинские, то ли они российские. Все, то есть... Я хочу сказать, что это несущественный участок фронта, несущественный. Но с точки зрения политической, а вот 100% территории, наконец-то мы освободили. Для них это важно, для политиков. Вот. Так тогда почему не было никакой возможности, ну, прям точно, четко выполнить приказ и занять все? Загадка для меня, ничего не могу сказать. Загадка. Ну, главное, вот факт остается фактом. Третий раз объявляет о полном окончательном освобождении Луганской Народной Республики. А если пошерстить СМИ и просто разные объявления, заголовки, то и того больше. То и того больше, конечно, в том-то все и дело. Поэтому опять возвращаемся к Гришину, про которого ты сказал. Как только взяли Гришина, окончательно освободили, мы немедленно, день в день, увидели прям большое количество видео, в том числе и в официальных телеграм-каналах, частей, соединений и так далее, с фотографиями, с видео, там флаги, бойцы демонстрируют. И мы видим, асинтеры, так их называем, да, люди, которые занимаются выявлением подлинности фотографий, показывают, что да, действительно, это вот на таком-то месте, в такое-то время все совпадает. То есть мы видим, что очень похоже на правду. Действительно, Гришин вот занято. Ну, группировка «Центр», она так делала и с Покровском, и Мирноградом. Да, понятно. Да, это стиль работы. Это стиль работы группировки «Центр». Все, мы верим, мы убедились, молодцы. Но как только мы слышим о том, что 70% Лимана заняты уже российской армией, мы не видим ни одного подтверждения. По идее, если мы вот так соотносим с политикой, как вот при взятии Гришина, информационной, мы должны сразу же увидеть. Поэтому... Секундочку, но признают же, что 70%. Ну, хотя бы... А зачем? Какой смысл показывать флаги, если не взят целиком? Нет, показывают из какой-то части. Запад занят, центр занят и так далее. Но линия же меняется. Пока не взят целиком город, объявлять с торжественными флагами, по-моему, не имеет никакого смысла. Ну вот мы видим видео, как бомбят авиационными бомбами Лиман по всей площади. Но не бомбят город, который 70% занят твоими войсками, вот так вот авиационными бомбами. Ну, понятно, что бомбы сбрасываются на чужую армию. Это же ясно совершенно. Поэтому давай так вот договоримся. Как только мы увидим видео, подтверждающее контроль над Лиманом, мы прям немедленно нашим зрителям и покажем. Да, вот. Других комментариев нет. Эта тенденция, она не на самом деле вот такого несовпадения, она не постоянно, вот прям с первого дня СВО и так далее. Вот источники рассказывают, что в 1924 году, правда, никто не говорит, что это момент, когда сняли Шойгу с министров, так бы, просто говорят, в 1924 году, вот где-то в мае месяце, вот после мая, летом 1924 года наступил пересмотр этой информационной политики, и официальные сообщения Министерства обороны, Генштаба и неофициальные, в разговорах между командирами частей, соединений и так далее, были очень близки друг к другу. То есть командование волновало за то, чтобы доклады соответствовали истинной картине. И неожиданно это стало меняться с ноября-октября прошлого года. Опять официальные сообщения и неофициальные части стали расходиться в разные стороны. Хотел бы буквально прочитать вот цитату человека компетентного, мною уважаемого военного, фамилия его Ходаковский, он генерал уже, командующий бригадой «Восток», чрезвычайно думающий человек, и прям вот у него незаемный, так сказать, незаемный патриотизм. Это не из этого, из такого в оголтелом виде, а прям тут патриот такой настоящий. Вот что он написал буквально сегодня. Человек с совестью признает свою некомпетентность и устрашится ее последствий для дела и людей. Либо станет учиться, либо уступит другому. Человек с гибкой совестью даже не станет исследовать себя. Ему важны только личные последствия. Ради них такой человек будет цепляться за свое положение, всемирно пытаясь упрочить его любыми методами.
Не было бы так, еще бы в самом зародыше такого явления, страшного явления, как закрашивание карт, это имеется в виду ложные доклады, все как вдруг осудили бы его и как отказались бы прибегать к этому постыдному средству. И не превратилось бы это в хроническую болезнь сегодня. У полноценного российского наступления в стане патриотическом, естественно, ждут. И на Украине тоже. И на Украине ждут по другим причинам, но да. А что касается оперативного искусства, стратегии, какие есть предпосылки ну сейчас? Да, но в крупном, если смотреть частями, то вот такие вещи происходят. Значит, выступил Сырский на этой неделе и сказал, что российская армия, по данным разведки, подтягивает многочисленные резервы к линии фронта. Он не указывает участок, на котором, я уже сказал, вот, по моему мнению, все-таки это должен быть Славянско-Краматорский участок. Вот. Ну, потому что действительно есть реальная возможность, это посильная задача, то есть ее можно выполнить, занять силой просто остаток Донецкой области и выйти на границы и таким образом, так сказать, подвести обе стороны, оба правительства в Москве и в Киеве к линии, за которой можно уже подписывать мирное соглашение, какое-то там перемирие, не знаю, но можно уже. Это можно сделать, такая вероятность есть, не гарантированная совсем. И вот Сырский на это указывает, что вот сейчас начнется наступление. И по всем телодвижениям, потому как отвлекающий маневр, еще есть такое выражение, отвлечение сил противника на негодный объект. То есть Северный фронт – это негодный объект, созданный специально, чтобы украинцы смотрели туда, а на самом деле наступление в другом месте будет. Вот по всем этим телодвижениям очевидно совершенно, что да, действительно идет подготовка, это еще не наступление. То есть есть уже такие мнения, что все вот это вот оно уже идет, и это все, что мы ожидали. Нет, это еще не наступление. Но, строго говоря, она, конечно, не будет там стремительными перерывами, все это будет примерно так, как вот и было в прошлом году, но продвижение будет более активное. Есть, собственно, два участка, на которых российская армия может наступать, скорее всего, по отдельности. То есть сначала Славянско-Краматорский участок, и второй участок – это Запорожская область, и перейти туда. Вместе два наступления одновременно, что-то у меня сомнения, что потянут. Ну, а если же говорить о вооруженных силах Украины, о том, что им предстоит, то, конечно, все-таки все та же самая стратегическая оборона, активная оборона. И изменить ситуацию наступлением у вооруженных сил Украины нет никакой возможности. Это можно сделать только при появлении крупных резервов. Украины их нет. Значит, всю зиму Украина готовилась к этому наступлению российской армии. Не к наступлению российской армии, скажем так, к решающему сезону, к решающей кампании 2026 года. Они всю ставку Зеленский сделал на беспилотные войска. Львиная доля бюджета ушла на это. Они, говорят, не знаю, за что купил, зато продал, что называется. Говорят, что украинцы произвели за год 10 миллионов дронов. Это как 10 миллионов снарядов, на самом деле. Огромная цифра. И мы видим, насколько увеличилось количество беспилотников украинских, которые прорываются вглубь российской территории вот за эти последние месяцы после Нового года, какой ущерб наносят российской экономике и так далее. Готовились очень активно, и здесь встает вопрос о стратегических ограничениях обеих сторон. Понятно, что у Украины это деньги, которые она должна получить с Запада. Им обещали 90 миллиардов, сейчас их дадут уже, но из них лишь 30 миллиардов пойдет на текущие нужды прямо вот сейчас. Не такая уж большая сумма, но все-таки смогут выплатить солдатам жалования и так далее. И, конечно, стратегические ограничения, которые действуют фактически на российское командование, я бы даже больше сказал, на военно-политическое руководство в Кремле. Они исходно выбрали стратегическую схему пополнения армии, контракт.
эта схема учитывает огромное количество нюансов. И внутреннее положение в России, внутриполитическое, да, это социальный мир в обществе, примирение. То есть только те, кто хочет, уходят на специальную военную операцию. И этот поток контрактников мы сейчас должны установить в следующем отчетном квартале, уменьшился ли он или нет. Если он не уменьшился, то это действует вот то самое стратегическое ограничение. У украинцев еще хуже дело, я имею в виду с личным составом. То есть все решит на самом деле, сколько ума, сил, таланта военные вложили в беспилотные войска с двух сторон. Вот это основное. Даже не наличие личного состава. Хотя преимущество в численности по-прежнему важно. Уже никто не рассуждает о танках, бронетранспортерах, об их наличии и так далее. Все. Вот для Украины важны зенитные ракеты, которые они постоянно просят. Да? А для России развитие беспилотных войск, которые, как мы видим сейчас, например, последних пары месяцев, не дало им преимущества над украинцами. Не дало. В прошлом году все самые крупные наступательные операции российской армии, они были проведены вот именно из-за применения тактики изоляции поля боя и преимущества в беспилотниках, да, на решающих участках. Украина в прошлом году пыталась осуществить вот эту стратегию киллзоны, о которой мы столько рассказывали, и не получилось. Она не сработала. В этом году они должны доказать, что вот сейчас мы готовы. Мы столько, 10 миллионов дронов произвели. Да, все, мы готовы. Уж в этом-то году мы точно эту киллзону, так сказать, реализуем в том виде, что просто российская армия будет терять, людей терять, а мы будем, так сказать, просто, так сказать, тратить дроны. Тратить дроны и останемся при том количестве войск, которое у нас и было. Вот две такие задачи стоят перед российской армией и перед украинской. Я их обрисовал. Если мы говорим о стратегии, а все упирается в дроны, как я сказал сейчас, то надо сразу учитывать, что дроны – высокоточное оружие. То есть он прям вот метр в метр в окошко, прям форточку, вот куда надо влетит, да? Для того, чтобы это преимущество максимально использовать, надо знать, куда бить-то. Это уже не стрельба по площадям из артиллерии, километр на километр. Надо точно месторасположение цели знать. На абсолютно новую высоту поднимается роль разведки. Разведка должна узнать сначала, куда попасть, а уж потом дронщики, операторы там запускать свои дроны. В российской армии в основном все удары в оперативной полосе, то есть до 100 километров, где-то за 50 идут, то есть в глубину там не залетает пока. Это украинские сейчас, используя Starlink, стали залетать уже совсем управляемые дроны, я имею в виду, глубоко. И в результате кампании ведутся. Я просто вижу в этом, что разведка не дотягивает. Нет банка целей, как вот у американцев с Израилем, которые приехали уже в Иран, и у них список гигантский, этих целей. Нет достойного банка целей для самих операторов. В результате мы видим, что компания хаотически, то они затухают, то сначала это бомбим, теперь вот это. Но продолжается, правда, вот эта кампания охоты за локомотивами. И вот на этой неделе опять были удары, там все это есть. Да. И все-таки размазывается вся сила ударов по широкому фронту, широкой номенклатуре целей, которые не всегда адекватны. Вот могу тебе сказать, на этой неделе. Удары уже наносятся по АЗС. Автозаправочная станция. Что такое АЗС вообще с точки зрения экономики? Я понимаю украинские удары по Усть-Луге, Приморску, российскому порту нефтяному, это да. А по АЗС, и эти АЗС вставляются в отчеты. То есть уже совсем планка опустилась. Это говорит о недостатке цели, о худых банках данных. И итогом, собственно говоря, станет просто вылеты для устранения двоек-троек. Да, ты знаешь, в начальном этапе применения дроны выполняли роль тяжелой артиллерии. То есть летят в тыл, выискивают самые крупные, самые такие дорогие объекты,
танки, еще что-то такое, самолеты атаковали. Потом дронами стали охотиться за более мелкими объектами, вплоть там на минометы, пункты наблюдения и так далее, дислокации. Этим летом дроны начнут охотиться уже за людьми. То есть они выполнять будут роль не артиллерии, а пулеметов. Но они и сейчас это делают, но я так понимаю, ну, если просто посмотреть на записи с дронов. Да, есть, конечно, это есть. Но главная задача, которую перед ними, судя по всему, поставят, это просто борьба с личным составом. То есть будут по-прежнему и за техникой охотиться, все, но перенесут. Сейчас это, я так понимаю, более сопутствующая цель. В случае, если дрон не может уже вернуться, начинает искать личный состав. Да, это правильно, вот слово сопутствующая цель. А сейчас, этим летом, скорее всего, уже основное внимание переключат вообще просто, так сказать, вот, на личный состав. То есть мы видим уменьшение такое. Не уменьшение масштаба, уменьшение масштаба. Все, дроны все более и более дробные задачи, все более и более мелкие выполняют. Ну, и их самих больше становится в то же время, самих-то дронов. Сразу же, когда мы обсуждаем возможные изменения тенденции в наборе на контракт в российской армии, мы должны еще и сказать и о том, что на этой неделе на Украине выступил внесенный в списки террористов и экстремистов Буданов, глава офиса Зеленского, в прошлом недавнем глава Главного управления разведки. Он сейчас играет самостоятельную роль в политике, ну, по крайней мере, делает вид, что он играет самостоятельную роль, выступает с заявлениями политического характера, не всегда совпадающими с заявлениями Зеленского, прям какую-то свою немножечко другую игру ведет. И он сказал о том, что тоже проблемы, минимальные планы по мобилизации выполняются с огромным трудом на Украине. Перед украинскими командующими стоит точно такая же задача. Людей не хватает, все, значит, дроны должны не просто больше, надо учиться, чтобы один оператор работал с 3-5 дронами, понимаешь? Как это возможно? Ну, Рыва, это самая система, искусственный интеллект и так далее, в общем, все вот эти... То есть, это задача не перед политиком, а перед инженерами стоит? Ну, вооруженными силами. Технологиями, которых сейчас нету. Хорошо, назовем ВПК. Надо изобрести сначала. Но они есть, потому что несовершенны, их надо приспособить. В общем, это такой технический вопрос, на первом месте в этом китайцы стоят. Нельзя решить сейчас так просто. Не знаю, посмотрим. В войнах вообще всегда прогресс очень быстрый. За счет военных, я понимаю. Да. Ну, посмотрим, как это будет. Вот это выступление Буданова, оно как бы баланс-то выравнивает на самом деле. Хотя, в общем, Украина, по всеобщему мнению, достигла серьезных успехов в развитии беспилотных войск. Очень серьезных. Так, ну вот почти 2 месяца истекло с тех пор, как началась операция в Иране. И сейчас Трамп вроде как поставил, ну, если не точку, то точно запятую с многоточием. Не будет больше пока никаких военных действий, пока не получит Америка условия перемирия от Ирана. Да, но посмотрим, как разные страны к этому относятся. Во-первых, появились заявления в сети, я читаю, и экспертов, которые говорят, что с израильской стороны, я сейчас все страны переберем, кому что. С израильской стороны стали раздаваться голоса, что, в принципе, можно уже останавливаться, все задачи-то выполнены. Так вот, запомним, ни одна задача, которую ставил Израиль перед собой в начале этой операции, не выполнена. Ни атомную бомбу они не остановили, ни ракетную программу они не остановили. Все. Это все лукавство. Это все попытки, так сказать, отъехать и сказать... Продать победу. Продать победу. И не очень-то и хотелось. Вот что-то в таком духе. Ничего себе. То есть Израиль как бы ничего не достиг, на самом деле. То, что они отбомбили иранцев, и там какое-то количество огромных городов разрушили, еще что-нибудь, Израиль от этого не холодно. Да, Ливан, кстати, между прочим. Самая жесткая. Да, прям дома взрывают целыми, сносят районами. Они уничтожают дома, чтобы просто там не жили люди. Да. И никого не спрашивают. Чтобы вот эта зона буферная, чтобы она была полностью пустынная. То есть Израиль
точно совершенно не добился своих целей. Я не буду произносить слово «проиграл». Ну, наверное, не проиграл. Что, Израиль-то... Ну, побомбили его там слегка, так скажем. Ничего особенного, никаких потерь тяжелых не было. Вот. А что, значит, Россия? Сейчас реализовался один из сценариев, их разных, и много было разных, но этот самый выгодный, максимально удобный для правительства, для военно-политического руководства в Кремле. Это прям сценарий Путина. Максимальная затяжка военных действий без военных действий с продолжающимся подъемом цены на нефть. То есть в чем Россия заинтересована? Чтобы как можно дольше цена на нефть была высокая. Вот этот сценарий, он предполагает прям бесконечно. Пожалуйста, неограниченное перемирие, пока там Иран не соизволит. Ну, конечно, вот если был бы сценарий сражений, потом быстрые переговоры, о чем-то договорились, прекратили войну, мирное соглашение тогда, то тогда цена на нефть в течение там, месяца начнет устаканиваться и вернется к каким-то там, может быть, даже прежним своим значением, низким значением, для России невыгодным. Этот сценарий уже не реализовался. Все. Значит, от чего так? Я понимаю так, что Трамп растерян. Абсолютно. Они не знают, что делать. И вот это пауза. Вот это его объявление перемирия, это просто пауза. Взяли паузу, посмотрели. Генералы прийти в себя должны. Общество, Конгресс, все должны решить, что же, черт подери, с этим делать. Они не заводят флот. Вот, даже близко его к Персидскому заливу не подводят. Хотя туда постоянно подтягиваются все новые и новые подразделения. Новые корабли там оказываются в Индийском океане, так скажем. Да? Все это есть. Но это в рамках вот создания угрозы. Видишь, какой я сильный? У меня все больше и больше войск. Ты бойся меня. Вот. Но это не означает начало большой серьезной операции. Те войска, которые там собраны, которые могут десантироваться, мы их все уже перечислили. Больше, серьезно, ничего не происходит. Поэтому все. Вот это проигрыш Трампа стопроцентный. Ну, я имею в виду, что он тоже все свои задачи не выполнил, а нефть дорожает у него самого там. В Америке, да, раскол страшнейший у республиканцев. Есть такая теория, что, версия. Что это перезагрузка. Что это перезагрузка, да. Что он остановил сейчас, и 60 дней они в которые должны санкционировать применение военной силы Конгрессом. Они остановились, а теперь еще 60 дней можно. После вот да. Вот удастся ли это или не удастся, насколько это вообще серьезно. Посмотрим. В общем, у Путина 100% выигрыш. Это сценарий прямо идеальный для него. У Трампа задержка, перезагрузка может быть. У Израиля 100%, так сказать, не выигрыш, так скажем, да. А у Ирана? Иран может в таком состоянии продержаться довольно долго, если Китай и Россия будут помогать ему через Каспийское море. Каспийское море – это прямая связь с кораблями. Узбекистан. Да, и можно, в принципе, какие-то наиболее необходимые вещи Ирану доставлять по морю. Могут, конечно, и автомобилями через Пакистан везти, я имею в виду китайцы, если захотят, потому что Пакистан – это прям союзник у Китая, такой серьезный в этом регионе. Вот. Поэтому, в принципе, Иран, конечно, чувствует свою силу. Даже не силу, а положение свое преимущество. Они управлять пытаются американцами, диктуют им условия, хотим то, это не хотим, да. И с точки зрения вообще общественной поддержки у Ирана в какой-то степени, в какой-то части мира есть моральное превосходство в силу того, как кто на кого напал. Происходит вообще все это. Да. В общем, и вот Иран буквально вчера опубликовал такое внушительное видео. Он показал свои ракетные базы подземные. Те самые, еще раз. Да, новую, еще одну, другую.
те, о которых вот мы постоянно говорим и так далее. Научились они закапываться в скалы. Научились, конечно. И по данным, ну, по как бы прикидкам, так скажем, оценкам некоторых независимых американских аналитиков, они сохранили до 60% ракетного потенциала. Это много. Они сумели откопать, во-первых, многие засыпанные входы в свои эти вот штольни, да, вот, и стало понятно, что ничего не кончилось. А они в своей силе, они себя чувствуют, так сказать, ощущают. Значит, нужна длительная осада. Ирану нужна. Нужно перекрыть все, что только можно перекрыть, и ждать, когда они сдадутся от безысходности, от истощения. Есть ли у Трампа на это время, вот, чтобы такую осаду устроить и сидеть и ждать, как вот рыбак ждет поклёва рыбы, да? Можешь там часами прождать, черт подери. Она никак... Мы не знаем, насколько иранское общество готово все это терпеть, но похоже на то, что пока готовы. Касательно американского флота, направляющегося к Ирану, у Ирана же свой флот есть. Америка отчитывается о том, как они уничтожают минные катера, да, которые минируют, а у Ирана же есть свой маленький флот. Ну, москитный флот – это такое название военное, абсолютно легальное, очень-очень старое. Слово «москитный флот» вообще имеет очень такое древнее, долгое происхождение. Более 1000 катеров. Ну, так утверждается. Фотография сверху очень эффектная такая, как они движутся стаей, она есть. Я не знаю, откуда «Нью-Йорк Таймс», который эту статью публиковала, взяла цифру 185 км в час, скорость одного катера. Это бред. Это просто быть не может. Исключено. Может быть, просто 85 км в час. Но именно невозможность отследить их все быстро и со спутника, потому что они меняют свое местоположение, нанести по ним удары и уничтожить их всех, приводит к тому, что все больше и больше сомнений, заминирован или нет пролив. Потому что с каждого катера можно сбросить по одной мине и достаточно. Все. Значит, а они носятся, оказывается, по всему Ормузскому проливу, да еще по Персидскому заливу. Атакуют корабли, все, суда. А выясняется, что для атаки беззащитного этого танкера большого много это и не надо. Да, много и не надо. Достаточно просто из пулемета там, или из мелкокалиберной пушки обстрелять, ну и все на этом. Самое правильное скрытное минирование с рыболовецких судов. Я посмотрел. Очень развито. И огромное количество лодок выходит на ловлю рыбы в Персидский залив. То есть все условия есть. Тут еще и американцы добавили. По сообщению американских военных, многие мины были сброшены по методике GPS. То есть автоматически идет корабль, засек какое-то положение свое на этом самом по спутникам, и сбросил в этот момент и вернулся. Там людей даже нету. Да, дистанционно. Дистанционное минирование, да. Но, в общем, берут американцы при всей мощи своего флота. Если полностью все прекратится, а их запустят туда прямо официально, все это, 40 суток только на разминирование пролива. 40 суток. Вот это важная деталь. Как известно, после Второй мировой войны Японии было запрещено иметь армию, и она не могла торговать оружием. И вплоть до нынешних времен никаких поставок не осуществляла. Но сейчас был заключен контракт таки. Да, значит, как я вижу ситуацию. Значит, Япония назвала свою небольшую армию, которая у нее была, да, силами самообороны. Только исключительно, вот если вторжение, мы будем защищаться. Но это небольшая армия, на самом деле, да. Для нее, для этих сил самообороны стали производить оружие, в том числе и подводные лодки, и флот, и танки, там много чего. У японцев классное оружие, совершенно современное, вполне, ничем не уступает никому. Продавать они их не продавали, такие ограничения послевоенного законодательства. И тут вдруг вот на этот рынок оружия вырвался игрок, которого никогда там не было сроду. Причем сразу вырвался мощно, а с огромными поставками очень дорогой техники. Южная Корея. И Южная Корея прямо вот захватывают целыми сегментами, так сказать, тут уже американцы там чешут затылки, так сказать, глядя на такого конкурента.
И японское правительство, как я понимаю, смотрит вот на Южную Корею и спросило самих себя и американцев, ну что ж такое-то, им можно оружие продавать, они зарабатывают на этом, а у нас оно все есть, хоть завтра продавай, а не мебель. И вот впервые Япония, впервые после 1945 года, заключила контракт на поставку 3 фрегатов для Австралии. Очень хорошие современные корабли. Верфи Mitsubishi будут их делать. И Япония вступает в гонку торговцев оружием. На этом рынке будет еще более сильная конкуренция, все будет плотнее, все прям локтями друг друга чувствуют. Потеснят и американцев, потеснят французов, Россию потеснят однозначно совершенно во многих местах, потому что они сразу хотят в Латинскую Америку поставлять. Россия тоже Латинскую Америку рассматривает как перспективный рынок. В общем, Япония с готовым военно-промышленным комплексом, который чисто по идеологическим причинам запрещался продавать, вдруг вступила в эту гонку. Все. Ну и южным корейцам, да, придется тоже. Ведь польская армия – это современная. Она в значительной степени на южнокорейском оружии вся стоит. Поляк. Это вот очень интересный момент. Произошло еще одно очень интересное событие на этой неделе, которое формально вроде бы как военные темы не касается, на самом деле армии касается вот напрямую, прям непосредственно. Но до этого надо как бы дойти. Итак, Роснефть объявила, что невозможно на изолированном рынке создать искусственный интеллект, конкурентоспособный, отрезать интернет, грубо говоря, да, и создать конкурентоспособный искусственный интеллект, который используется очень во многих отраслях. Но Роснефть – это Сечин. Это близкий к Путину человек. Это уже тебе, так сказать, не какие-нибудь там инженеры или там лидеры рынка какие-нибудь, там айтишники. Нет, это прям вот солидняк уже пошел. Почему это интересно? Ведь я рассказывал на 12 апреля, День космонавтики, и Баканов вот на этом совещании вдруг докладывает Путину, что вот ведущие предприятия, производящие для российских ракет двигатели, это и в Химках КБ, это и КБ химавтоматики в Воронеже, очень мощная контора, прям мирового уровня такого, да, они разрабатывают двигатели, используя искусственный интеллект в конструировании. И он им позволяет резко снизить затраты, сократить цикл. Было 5 испытаний раньше, сейчас 3 испытания, а 2 испытания – это высшая математика, она позволяет нам вот математические модели строить. Путин как будто такое впечатление, что немножко напрягся, говорит, главное, чтобы это не в ущерб качеству было, чтобы все надежно. А Баканов спокойно говорит, это настолько надежно, что говорить ничего. Вот высший уровень математического моделирования. Хорошо. У меня создалось впечатление, что со всех сторон, из всех отраслей, вот, капитаны бизнеса, лидеры рынка несут вот это послание, что искусственный интеллект, он для оборонной сферы сверхважен. Он для нефтянки и нефтяной промышленности сверхважен. И построить его отдельно не получится. Невозможно его построить без связи с внешним интернетом, с иностранным. Да, совершенно верно. То, о чем вот Касперская сказала, Наталья. Но это и если вот мы и главу Роскосмоса видим, как он ратует за искусственный интеллект перед верховным главнокомандующим, нефтяники все вместе, когда об этом говорят, уже понятно, что идет битва там наверху. Прям самая настоящая. И, судя по всему, вот это количество людей, которые приняли на себя решение, ответственность за решение вот этой, назовем ее реформы интернета в обратную сторону, да, когда все это откручивают, они не имеют решающего преимущества. Видимо, еще сражение-то идет. И, видимо, окончательно судьба российского искусственного интеллекта и интернета еще не решена. На этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Пожалуйста, призываю тех всех, кому наш выпуск показался интересным, подписаться на наш канал. Не забывайте, конечно же, про актуальный телеграм-канал, где мы по посту в день обычно делаем. И, конечно, спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти. И не забывайте, там все без рекламы. Всем пока. До свидания.